Добро пожаловать! Рад приветствовать на своем канале всех искренних ищущих, всех людей Дхармы. И счастлив продолжить наши беседы о мистике от А до Я. Я думаю, что этот цикл будет набирать популярность, потому что мы постараемся изложить довольно подробно все учение Фри-Уэй в таких коротких видео, самым доступным для вас языком. Если вы помните прошлый наш эфир, прошлое наше видео, мы посвятили такой важной теме, как душа, без которой, по сути, непонятно, что такое духовность. Духовность очень связана, слово духовность очень связано как раз с душой и с духом. Это все как бы одни опыты по исцелению сознания. По исцелению сознания. То есть, по сути, мы в прошлый раз с вами поговорили о том секторе сознания, которое исцелено изначально и находится, как вот это зернышко, в каждом индивидуальном сознании. И расширяя этот сектор исцеленный, взращивая душу, бодхичитту, как говорят в Тибете, мы можем исцелить все сознание. Я же хочу сегодня поговорить о другом секторе. Я хочу поговорить сегодня, что же случилось с сознанием, почему оно стало поврежденным и что это такое. Поэтому сегодня мы поговорим о поврежденном сознании, какие это повреждения, и чтобы было понятно, о чем по сути мистика и что является ее предметом изучения и что является результатом. Здесь очень тоже много различных спекуляций, профанаций и непонимания, что повреждено индивидуальное сознание. Но это очень ведь просто увидеть, потому что если пробуждается там один человек, рядом сидящий может ничего не заметить, оставаться в невежестве. И сколько за всю историю было пробужденных людей, пробужденных мастеров, но вы же видите, что большинство землян так и пребывают в глубоком невежестве и страдании. Это говорит о том, что пробуждение индивидуально, значит, все дело в индивидуальном сознании. И вне индивидуального сознания нет никакого повреждения и нет никакого освобождения. Это очень простой, но важный момент. Мы с вами рассматривали индивидуальность. Высшим телом индивидуальности является сознание индивидуальное, и оно включает в себя все индивидуальные тела и планы. То есть поэтому мы рассматриваем исцеление, пробуждение в рамках индивидуального сознания. И даже если индивидуальное сознание получает некий надиндивидуальный опыт, он все равно происходит индивидуально. То есть это индивидуальное сознание открывается неким надиндивидуальным аспектом. Поэтому, еще раз говорю, рядом будет находиться другой человек, сознание которого будет продолжать переживать страдания и не заметит, что сидящий рядом в этот момент испытывает безусловное блаженство. Это важный акцент. Так вот, мы рассмотрели с вами, что в каждом индивидуальном сознании есть как бы два сектора. Один сектор поврежден, второй сектор всегда пребывает в исцеленном виде. Это называется душа. Сегодня поговорим о повреждении, о том, что такое эго. Это очень-очень сложный и тонкий вопрос, потому что вы начинаете спрашивать, что такое эго, и вам никто практически не дает этого ответа, потому что это достаточно мистическая сущность, достаточно
закрытое, тайное. И несмотря на то, что все говорят об эго, очень мало кто осознает его природу, чем же оно является. Потому что это не некий физический феномен, который можно потрогать. Это глубокое повреждение сознания, и поэтому довольно сложно его идентифицировать. И поэтому мистика – это наука, которая занимается в том числе и изучением, и исцелением этого индивидуального сознания. Дальше я хочу вам сказать, что повреждение это сознание имеет два уровня. Это тоже важный момент. То есть первый уровень повреждения. Я буду вам по-простому говорить. Это, по сути, сознание объявляет себя Богом или Абсолютом, присваивая себе вот эту реальность. Это первое повреждение. Это сознание, переживающее себя абсолютной реальностью. Вы слышите, да, о чем это? В этот же момент Бог или истинная реальность как бы прекращает существование, потому что есть найденный в реализации Бог, есть найденная в реализации реальность. Вот эта тема, это то, что мы называем помещение абсолюта в относительность. Это, можно сказать, есть первичное повреждение сознания, когда сознание полагает себя абсолютной реальностью, присваивает себе вот это звание абсолюта, можно так сказать. И вот этот момент, он частенько упускается, потому что за этим следует вторичное повреждение сознания, когда оно помещает себя в собственное содержание. Существует очень много версий, почему это происходит. Я вам озвучу несколько, вы можете выбрать любую или рассматривать их совокупность. Когда сознание объявляет себя абсолютом, оно утрачивает связь с Богом и с высшими аспектами. И поиск Бога и поиск высших аспектов отправляет его в содержание. Оно становится ищущим в собственном содержании утраченных аспектов. Это одна из версий. Есть вообще мифические версии о том, что сознание, устрашаясь наказания или гнева Господнего за то, что оно себя объявило абсолютом, прячется в собственное содержание от гнева Господа. Такие версии тоже присутствуют, пусть и немного такие мифические. Есть также версия, что сознание, как Сын Божий, очень нуждается в любви. И отказавшись от Бога и от собственных родителей, оно прячет себя в собственное содержание, чтобы пережить вот эту возможность быть любимым. То есть вот несколько версий я вам озвучил. Есть еще версия, что сознание отправляется на поиск, что сознание хочет познать себя и так далее. Есть очень много версий, по которым происходит вторичное вовлечение, когда сознание помещает себя в собственное содержание. Вот это вторичное повреждение мы называем эго. То есть сознание заблуждается по поводу себя, обнаруживая себя в собственном содержании. Это иногда называют возникновение ложного субъекта, иногда это возникают. Мы же называем это появление живущего. То есть
теперь не сознание является контрагентом всего опыта, который возникает в содержании, а теперь некий таинственный живущий, помещенный в содержание, является получателем опыта. Он и субъект, и как бы высший объект, и он называется «я», и у него куча претензий, но на самом деле, так как это фикция, она требует постоянного самоподтверждения, постоянной проверки. И это становится вот этим проклятием и страданием. И чем больше сознание пытается выйти из этой сложившейся ситуации, тем больше оно убеждает себя в том, что оно таки вошло. И вот эта ловушка, эта петля, этот поиск выхода, который все время утверждает вход, это главное препятствие на пути к этому разморачиванию. И поэтому вот как бы я хотел, чтобы вы услышали, что поврежденная часть сознания имеет два повреждения. Одно – это помещение абсолюта в относительность. То есть сознание объявляет себя сначала абсолютом. Даже если оно объявляет какой-то другой аспект, это делает именно индивидуальное сознание. Поэтому, кстати, у нас так много версий пробуждения, потому что индивидуальное сознание, сняв как бы условно с себя вот эту ношу абсолюта, назначает какие-то аспекты абсолютными. Кто-то говорит, вот Бог есть любовь, кто-то говорит, осознанность есть Бог, свет, покой, любовь, все что угодно. И это может быть всеполнота, это может быть великая пустота, все что угодно. Но когда ты спрашиваешь, кто назначает этот аспект абсолютом, вот здесь происходит тишина. Хотя это очевидно, что у нас этих пробуждений огромное множество. Ну, по крайней мере, я вижу 5-6 вариантов пробуждений. И они индивидуальны. Будут рядом в зале сидеть люди. Один пробужден к пустоте, второй к полноте, третий к самому сознанию, четвертый к моменту сейчас, пятый к фаворскому свету. И все будут утверждать, что они встретились с Богом, с Абсолютом. И будут настаивать на своей правоте. И это говорит о том, что сознание индивидуальное продолжает назначать Бога, продолжает назначать абсолют в относительности. И вот здесь очень тонкий момент. Оно остается тем, кто назначает абсолют. То есть вы понимаете, насколько надо быть реальным, чтобы назначать реальность. Но это остается за скобкой, этого никто не замечает. Никто не замечает того, что сознание так и остается тем, кто назначает генералов. То есть, понимаете, да, если кто-то назначает генерала, то он выше генерала. Но сознание как бы это камуфлирует за, что просто случился опыт абсолюта. У кого? Почему он не случился у того, кто сидит рядом? Потому что это индивидуальный опыт. И именно этот опыт индивидуальным сознанием назначается абсолютно. Но вы понимаете, что то, о чем я сейчас говорю, это по сути варианты пробуждения. И для того, чтобы выйти действительно на опыт или там, скажем, на плод учения, придется отпустить все эти пробуждения. Потому что встреча с Богом происходит за пределами всех этих пробужденных опытов. Но главная тема все же
Это тема, когда сознание помещает себя в собственное содержание. Это тема появления живущего. Вот эта тема уже называется эго. И вот с этой темой разбираются большинство учений и ведут к одному из пробуждений. Но первое пробуждение – это, безусловно, сознание, пробуждающееся к самому себе. Когда сознание пробуждается к самому себе, оно не может создавать живущего внутри себя клона вот этого. Потому что или сознание пробуждено к самому себе, и тогда оно является контрагентом опыта, либо есть некий псевдосубъект, который называется получателем опыта, живущим в сознании. Вот на этом я хочу сегодня завершить. Я показал вам два вида повреждений с индивидуального сознания. Вчера мы говорили о исцеленной части сознания, которая ни первого, ни второго повреждения не имеет. А вот в следующем видео мы с вами остановимся на более знакомой нам теме. На теме именно вот этого живущего. Я вам расскажу о том, как наше учение видит эти типы этих живущих. Они тоже немножечко отличны. Хотя это один живущий, но он имеет как бы разные уровни претензий. И у него немножечко другой вкус на разных уровнях. Поэтому мы будем с вами говорить в следующем видео уже не о повреждении сознания, не о общей этой теме, а об эго-структуре, появившейся в сознании. А теперь, как всегда, по традиции, минуточка для самых продвинутых. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Я думаю, наши видео будут становиться все более интересными, потому что мы начали действительно сейчас подходить к очень глубоким мистическим темам. Спасибо.